Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Закон сохранения обрезков. Сколько из лоскутиков ни шей, а меньше их не становится. Они размножаются путем деления. Или просто все дело в том, что мы, рукодельницы, не можем выкинуть ни один кусочек ткани. Закончили работу над проектом, перебрали остатки. Куски покрупнее отложили в сторону, а совсем мелочь оставили на пиццу. И остались полоски ткани шириной около 4 сантиметров, длиной около 8. Естественно, это богатство копится не сразу, но как только появились такие залежи, надо с ними бороться, иначе потом будет очень тяжело все это переработать. Разные мастерицы шьют по-разному. Кто-то просто сшивает эти кусочки без всякой основы, кто-то шьет по бумаге, кому-то нравится использовать старые простыни. Кстати, хороший вариант пустить в дело полоски ненужного тюля. А я шью по клеевому флизелину. Мне так удобней. На полоски клеевого флизелина шириной 8 сантиметров на сторону с клеем нашиваем все мелкие лоскутки. Работаем экономно, шьем сразу же несколько заготовок. Если позволяет длина цветной полоски, то продолжаем нашивать ее на следующую деталь. Цвет лоскутиков можно специально не подбирать, но стараемся, чтобы было чередование светлые, темные. В лоскутном шитье очень осторожно используют чисто белый и черный цвет. Белый будет сиять и бросаться в глаза, а черный будет смотреться как черная дыра. А все цветные лоскутики в любом сочетании сюда будут как раз кстати. Работать в такой технике довольно просто. Пришили кусочек ткани, отогнули, расправили, пришили следующий. Лоскутики небольшие, здесь сложно перекосить. Но, конечно же, при работе выполняем все рекомендации лоскутного шитья. Строчку делаем мелкой, крепкой. Закрепки в начале и в конце делаем обязательно. Кто бы вам что ни говорил по этому поводу, поверьте уж блогеру, мастеру с огромным опытом работы с лоскутками. Потому что теория – это одно, а практика совершенно другое. Цвет ниток берем нейтральный, светло-серый или бежевый. Нитки простые, но беру их в промышленной намотке, потому что идет очень большой расход ниток. Иголка у меня номер 90, универсальная. И еще нравятся иглы для джинс. Вот вроде бы и все премудрости. Как ни странно, но именно такие вопросы чаще всего задают в комментариях. Ах да, чуть не забыла самое главное. Каждый шов
надо обязательно проутюживать, особенно если вы шьете без основы, иначе потом будет очень сложно все расправить. Сами понимаете, что кусочки очень мелкие. Когда вы закончите работу, так, вот интересная фраза, прямо как в том анекдоте, ремонт нельзя закончить, его можно только приостановить. Поэтому скажем по-другому. Когда у вас закончится, а здесь уже на выбор лоскутки, клеевой флизелин, нитки или терпение, то с чувством глубокого удовлетворения хватаем утюг и тщательно проутюживаем наши заготовки. Вот на этом этапе вы как раз и оцените всю прелесть работы с клеевым флизелином. Потому что если у вас в работе были скользкие или нестабильные ткани, трикотаж, то сейчас они все лягут просто идеально. А вот уже теперь возьмем широкую линейку, проверим и подровняем края. Работаю я по старинке, ножницами. Знаете, все вокруг уверяют, что без ножа и мата в лоскутном шитье не обойтись. Но я поняла, что пальцы мне еще пригодятся. Нож уберем в сторону. И мат нам тоже не нужен. Мы не на фабрике работаем, а шьем для себя, для своего удовольствия. А теперь главный вопрос, который вы все хотите задать. Вопрос такой: ну и куда это? Пока еще только скрутить в трубочку и отложить до лучших времен. Потому что строили мы, строили и, наконец, построили. Но маловато будет. Вот вам несколько примеров моих работ, где использованы такие заготовки. Это и декоративные подушки, и сумки, и кайма к одеялу, и большое лоскутное одеяло. У меня уже есть задумка, что делать с сегодняшними заготовками. Но это уже совсем другая история. А вы ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение работы. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!